Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я решил записать видео про дыхание. В вопросах, то есть был пост, где можно было задавать вопросы. Один из вопросов был про дыхание. То есть я понял, что тема эта очень интересная, и я отвечу на вопрос, но мне хочется раскрыть больше факторов и вообще поговорить на эту тему. И я высказываю только свое мнение, это мое видение, мой опыт, который приводит и привел меня к моим результатам. Поэтому я не говорю о том, что вот так надо, вот это правильно, а вот это неправильно. То есть мы отталкиваемся от результатов. То есть мы смотрим результат. Если у человека работает то, что он делает, значит, он делает все четко, грамотно, правильно, хорошо, и он понимает, что он делает. То есть он обладает знанием. Если он говорит: я знаю, я все знаю, надо дышать так, надо делать так, надо двигаться так, а у него там замыкает шею, ему не хватает энергии, у него болят там колени, разваливаются и так далее, у него там с пищеварением какие-то проблемы, значит, знание иллюзорно. И сегодня тема про дыхание. Мне хотелось бы ее раскрыть немножко шире, чем вот этот, знаете, знаменитый вопрос, его надо забыть, выкиньте его из головы. Чем правильно дышать? Грудью или животом? Забудьте. Это прям вот вопрос именно из непонимания сути. Да? То есть это как сказать, я пока шел сюда, к этому месту, у меня была такая мысль, аналогия дыхания с танцем. Говорить, что дышать надо вот именно только вот так, это как сказать, что танцевать надо вот только вот таким определенным образом. То есть у вас должно быть какое-то определенное движение и все. Но танец — это игра, и дыхание — это игра с жизнью, это игра взаимодействия с физическим телом. И танец — это не значит, что там должно быть что-то одно, да. То есть мы можем закрепостить, например, вверх, да, подвигаться ногами, потом наоборот, закрепостить ноги, подвигаться верхней частью. И ни одно из этих движений в танце не будет считаться неправильным или нехорошим, ненужным там, и так далее. Это будет игра. И к дыханию я предлагаю относиться как к танцу. Но нас интересует физическая составляющая. Начнем вот с базы. Я еще один приведу пример, то есть я, как вы обратили внимание, я люблю приводить практические примеры или аналогии. То есть, допустим, когда я рассказываю про правильность работы ноги, да, я говорю о том, что вот я для наглядности накину ремень, почему я с этим упражнением вам показывал всегда, что движение, вот у меня стопа, направление стопы должно соответствовать направлению бедра. То есть это правильное анатомические движение ноги. То есть здесь анатомия, здесь не я говорю, что это правильно. Анатомия. Кто изучал механику, да, прикладную механику. Я чертил в свое время редуктор и чертил всякие различные пюры и степени свободы движения, там, механизмов и так далее. Здесь одна степень свободы. То есть она должна работать в определенном направлении. Соответственно, любое искажение, допустим, у людей, большинства людей, где я сталкиваюсь, то есть человек выставляет ногу, и у него стопа развернута вот так. То есть бедро смотрит в эту сторону, стопа в эту сторону. Понимаете? Биомеханически нарушено движение, нарушена биомеханика, нарушено положение и нарушена правильная работа сустава. Человек, что бы ни делал, как бы он правильно ни тянулся, приседал, какие-то специальные упражнения там на ноги, которые тренируют его мышцы, будет приводить к травме или будет приводить к неэффективному движению. Для чего я это рассказываю? Для того, что с дыханием абсолютно то же самое. И начинаем мы тему дыхания с формы грудной клетки. То есть это очень важный момент. У меня есть отдельный прям пост про формирование грудной клетки. Грудную клетку можно сформировать. Любой киль, любые выпирания ребер, все это какие-то патологические состояния. Надо искать причины и надо приводить в грудную клетку к правильному состоянию. И один из факторов, это вот у большинства людей, у меня сейчас удобно показывает вот это перекрестие, да, это вот зажатое вот здесь лопатками грудина между лопаток. Там вот такая выемка, позвоночник вдавленный, представьте, вот, что это единое целое, да, и когда мы позвоночник вдавливаем, у нас деформируется вся грудная клетка. То есть грудная клетка сзади должна быть вот такая раскрытая, должен быть кифоз физиологический. И грудь спереди должна быть раскрыта. Все это достигается упражнениями. Даже если у вас это каким-то образом, случайным образом, а чаще всего сформировалось правильно, это очень большая редкость.
вообще вот, ну, вот в огромном количестве. Я на самом деле не видел еще правильной формы. Даже когда человек обкачивается, то есть у него огромная спина накачанная, а спина вот так вдавлена сюда. А грудь, очень часто вот эта часть груди, которая, видите, как должна, то есть раскрытой быть вверх движения, она очень часто вдавлена. У меня было точно так же. То есть именно благодаря упражнениям с ремнем, я их показывал, отдельное видео, да, что в моем дыхании, например, то есть если мне сказать «раскрой грудь», у меня, вот я сбоку покажу, то есть у меня не происходит вот этого движения плечей. То есть видите, мои плечи на месте, моя грудная клетка сзади раскрыта. И я делаю раскрывание ее и в спину дыхания, и в грудь. То есть она расширяется без участия плечей. Это очень важно. И почему я об этом рассказал? Потому что это важнейший фактор правильного движения диафрагмы. То есть так же, как здесь ничего не мешает там, колену или бедру, так же и когда у нас раскрыта грудная клетка, наша диафрагма, ничто не встает на ее пути. Да? Она спокойно движется, она не сжата, она не деформирована, она не сплюснута и так далее. Соответственно, дыхание становится естественным и легким. То есть это как раз касается большинства людей, кто говорит, я не могу. То есть это достаточно большая, обширная проблема. Человек говорит, я не могу полной грудью вдохнуть, потому что поджата диафрагма, она не может выполнить свое правильное, полное анатомическое движение. Это база, как говорится, да? Сейчас это такое мемное слово, база. Все, это база. И это главное. Так вот, это база. Второе. Дыхание – это глубокая игра с телом, это чувствование своего тела. Поэтому здесь нет такого, что надо дышать грудью или надо дышать животом. Дыхание включает в себя дыхание тела вплоть до промежности. Самая нижняя точка вашего тела, она также включена в дыхательный процесс. То есть, если мы говорим о глубоком дыхании, тогда у нас здесь включаются ключицы, раскрываются верхние ребра, затем включаются все ребра, раскрываются нижние ребра, раскрывается живот и раскрывается промежность. Вот такое идет глубинное дыхание всем телом. Да? Выдох у нас идет промежность, живот, диафрагма, точнее не диафрагма, сжимаются ребра и верх ребер. То есть это управление своим дыханием. Теперь момент укажу просто, как мое сформировавшееся дыхание, да, в естественном образе. То есть мой дыхательный паттерн на сегодняшний день это 2,5-3 вдоха в минуту. То есть я просто на автомате. Зачастую люди иногда думают, что я типа там, ну типа, что ты там вздыхаешь, там что-то когда эмоционально люди думают или еще что-то. Нет, просто какой-то момент мое тело просит вдох, и оно вдыхает громко. Но я стараюсь не спешить со вдохом. То есть это просто автоматическая реакция. Я не слежу за этим, я не контролирую это на сегодняшний день, да. Это просто естественно. То есть делая выдох, например, вот я делаю выдох, то есть я делаю вдох, потом я делаю следующий вдох, то есть секунд от 5 до 10 секунд на выдохе для меня в естественном режиме не дышать. То есть я не спешу вдыхать. То есть мой выдох плавный, спокойный. Это мое естественное нормальное дышание. За рулем, на прогулке. Тем более, когда я сижу, лежу, то есть какое-то статичное положение. В том числе при неспешной ходьбе. То есть мое дыхание очень ровное. Я не спешу вдыхать. Я не говорю о том, что это правильно и надо дышать только так. Я говорю о том, что так сложилось. Вот я даже на самом деле... Но был момент, когда я начал себя заставлять тормозить свое дыхание. Это было перед армией, я тренировался, потому что я дышал как собака. Мне постоянно не хватало воздуха, да, и я заставлял себя, я бегал вот с привязанной покрышкой, например, да, там от джипа какого-нибудь, по грязи, по лесу, и мне хотелось дышать вот так, но я прям заставлял себя усилием воли, то есть делать плавные вдохи, плавные выдохи. Так вот, постепенно вот такой ритм дыхания и такие волевые усилия, заставляя себя успокаивать дыхание даже при нагрузке, ну, скорее всего, вот, привели вот к таким последствиям. Причем я это выяснил случайно, просто я решил замерить. То есть свое спокойное дыхание. Это то есть вот 3, да, или 2. То есть обычно это либо 3 вдоха, например, 2 выдоха, либо 2 вдоха,
3 выдоха, к примеру, да, то есть успевает произойти за эту минуту примерно. Вот, это мой ритм дыхания. Поэтому я рекомендую, я это писал в памятке, я об этом рассказываю, относиться к своему дыханию как к исследованию. Не относитесь так, что вот надо дышать так-то, а вот тот-то говорил, что надо дышать так-то, надо дышать правильно. Поизучайте, поисследуйте, отнеситесь к этому как к игре, попробуйте свои движения. Вот есть в остеокинезисе, опять же, есть очень интересное упражнение, которым можно увидеть свое дыхание, да, то есть когда мы делаем вот такое движение, как ты его как давно показывал, натянули, и мы синхронизируем движение рук со своим вдохом и выдохом, то есть назначаем, допустим, вот сходятся руки, допустим, это выдох, да, раскрываются, это вдох. И просто поизучайте свои. То есть вы буквально начинаете синхронизировать разные полушария, разные участки мозга в работу, включать и делать ее сонастроенной. И при этом у вас появляется возможность видеть свое дыхание. Попробуйте поизучать его. То есть, допустим, делать... Ну вот у нас, допустим... То есть длине движения рук должно полностью совпадать с длиной вдоха. Движение рук внутрь должно полностью совпадать с движением выдоха. Но вы можете и в обратную сторону, это не важно, важна именно длина, то есть скорость. То есть если я, например, делаю короткий выдох, у меня быстро двигаются руки, да. Если я делаю короткий вдох, у меня быстро двигаются руки. Если я делаю длинный выдох, остановился, да. И попробуйте поизучать, попробуйте подышать в разных ритмах, понаблюдать за своими ощущениями, просто развивать вот этот навык ощущения, восприятия своего дыхания. Видите, разные ритмы дыхания, но синхронизация продолжается, движение с руками. Это тоже развивает определенные участки мозга, определенные структуры координации, да, друг с другом различных участков мозга. И достаточно полезное упражнение. Но мы говорим про техники. На самом деле я никогда не изучал там технику Бутейка, Стрельниковой, Вима Хофа, да, то есть, в свое время просто мне это было не очень интересно, то есть мне интересно как бы изучать, да, то есть постигать, изучать, смотреть, что вообще происходит со мной, какие у меня наблюдения. То есть я не говорю, что вот я этим позанимался, и надо всем делать вот это. Но опять же, с недавних пор я решил попробовать, вот, допустим, задержки дыхания, те, которые практикуют Вим Хоф, да, это не какие-то новости, это не какие-то открытия, то есть все это было во все времена, все эти разные практики дыхания, то есть, условно говоря, вот я то, что вам сейчас показал, там я вам скажу, что это по мне, дыхание там, по моему имени или фамилии, да, но я не люблю вот присваивать эту историю, потому что это у нас у всех единый организм, это техники данной природы, и человек исследователь, он все равно приходит к этим практикам, открытиям, и названия не так важны. Поэтому попробуйте разные ощущения. Но вот задержки дыхания – это замечательная штука, это прекрасная штука, то есть это... Поэтому дыхание по Виму Хофу, то, что сейчас есть вот эти тренажеры, это очень простой, доступный, классный инструмент. Но это не главное. То есть люди начинают, знаете, вот впадают в какое-нибудь одно, найдут и говорят, вот это все, это прям истина, это ответ, все должно быть вот так. Нет, это лишь частичка, то есть частичка пазла, и она замечательно встраивается в него, она замечательно тренирует организм. Это там, да, идут тренировки и митохондриальных определенных, да, процессов, там, улучшения состояния митохондрий и прочее. То есть если вы будете это делать там с холодной водой совмещать, если это будете делать еще с голоданием, да, то есть это прекрасная тренировка организма, потому что все старое, слабое, отмершее, то есть умирает, выводится из организма, организм начинает курс рециркуляции. Но в целом, то есть вот все, что я хотел сказать про дыхание, я думаю, что я озвучил, то есть здесь важно форма грудной клетки, наша раскрытая, не раскрытая. Есть еще один момент, я не учел, но для меня это автомат. Я думаю, что просто те, кто следят, смотрят, читают, смотрят видео, они это понимают, что живот – это база, это основа, то есть без этого вообще не о чем разговаривать. Все, это база.
И это главное. То есть человек с отекшей печенью, с отекшим желудком, ни о каком правильном дыхании там слишком рано разговаривать, понимаете? То есть диафрагма просто упирается в этот отек печени, и какое там раскрытое дыхание, какое там глубокое может быть дыхание? Даже близко речь. Сначала должен быть отработан живот, то есть сначала здесь печень, все должно быть эластично, то есть желудок, да. Смотрите, то есть здесь, когда у вас эластично, когда у нас там не больно, когда у нас мы нажали и с вдохом не больно, значит, у нас диафрагма может спокойно себе позволить это легкое движение без сопротивления, без нагрузки, без боли и так далее. Соответственно, только тогда диафрагма имеет полный диапазон движения. Вот. Соответственно, несомненно, от формы грудной клетки, от дыхания зависит качество функционирования и кровоснабжения сердца. Это неизбежность. То есть людей с нарушениями сердца, с нарушениями ритма, с нарушениями каких-то вообще какими-то патологиями коронарного кровоснабжения и какими-то нарушениями сердца, в первую очередь надо смотреть на форму грудной клетки, с чего мы начали, и на ритм дыхания, на умение управлять дыханием. Дыхание вообще-то, да, и вот я еще вот эту тему хочу коснуться. Дыхание – это наш ключик к управлению другими структурами. То есть это то, чем мы осознанно можем управлять, и этот инструмент, этим управлением своим дыханием мы можем развить. То, о чем я вам говорю, произучайте, попробуйте разное, понаблюдайте за собой. Чем хороши дыхательные техники какие-то установленные, да, что человек начинает наконец-то внимание на это обращать. Но это не значит, что это только так надо делать, да, ты просто обрати свое внимание на дыхание. И вот если мы берем там меридианы тела, то есть или в целом некоторые системы, то есть можем ли мы сознательно, без подготовки человека управлять гормональной системой? Нет. Может ли он управлять своей поджелудочной? Нет. Может ли он управлять своей печенью? Нет. Может управлять сердцем? Нет. Я не ставлю это ограничение, я говорю на исходной точке, то есть человек не может этим управлять почками, там, какими-то еще железами и прочее. Нет. Но дыханием каждый человек может своим управлять. Поэтому дыхание – это вот входная дверца, это ключик к постижению всех остальных внутренних систем и структур. И управление, в том числе направление энергии на меридианы, направление там, проживания эмоций, направление продыхивания каких-то гормональных состояний, избытков, излишков, удалить их, да, помочь организму напитаться. И так далее. Поэтому дыхание – это ключ, это важнейший фактор, которым нужно заниматься, который нужно развивать, за которым нужно следить и который нужно тренировать и развивать как навык. Вот, поэтому дыхание – это в том числе ключ продышать какие-то эмоциональные состояния. Да? Но это на самом деле косвенно все понимают, все знают, но вот к этому просто подключить немножко осознанности, внимания и понимать, что если ты вошел в какой-то ритм дисгормональный, да, ты зашел в какую-то там избыточную эмоцию, в тревогу, в страх или это злость, то всегда есть такое правило, да, продышись, подыши, отойди в сторонку, дистанцируйся, задержи дыхание. Подыши в пакет, да, надыши немножечко, то есть как бы углекислотой, то есть себя, потом у тебя идет кислородом насыщаются клетки, после этого кислородом насыщается мозг, тебе начинается просто легче дышать, потому что ты продышал и гормональную составляющую лишнюю, выплюнуло тело, да, и стабилизировалось состояние, то есть включились какие-то резервные системы стабилизации и так далее. Поэтому дыхание – это очень важный фактор. Вот. Так что не зацикливаться на том, что какое-то дыхание правильное, какое-то нет. Использовать любое дыхание, понимать структуру своего тела, понимать форму своего грудного отдела, да, двигаются ли у меня или не двигаются ребра, потому что бывают грудные клетки, как из дерева вытесанные, то есть она вообще не движется. И там неизбежно будут проблемы с легкими, неизбежно будут проблемы с сердцем. То есть включи это в работу, это должно двигаться, это должно шевелиться, это должно дышать, энергией наполняться. Конечно же, живот, разные формы дыхания, не спеша дышать, да, потому что люди часто дышат именно, то есть вообще без паузы, там, в норме человек так дышит. То есть, для меня сейчас это как бы ненормальная история. Я не утверждаю, что это прям плохо, там, сильно, но, то есть,
Для меня нормально выдохнуть и не дышать какое-то время, просто 5, хотя бы секунд 5, да, то есть 3-5 секунд, ну, минимум. Хотя бы не дышать, не спешить вдыхать. Это нормальная история. И вот через этот ключик управлять, то есть мы в холоде через дыхание идем, в жаре, да, через дыхание идем, в состояние свое мы идем через дыхание. Мы как будто через свое дыхание вот этот внутренний мир проникаем, и через это, на этом дыхании начинаем заходить вот в управление другими глубинными структурами. То есть там уже вот именно через это идут ключи управления своими железами, своими гормонами, сердцем, какими-то внутренними состояниями и так далее. Вот такое видео про дыхание. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч.